Добрый день, дорогие друзья. Пользуясь случаем, я попал в родной пединститут, но, оказывается, здесь нету проезда к столовой. Мы едем, вот, видите, с правой стороны главный корпус. И перед нами дендрарий, где раньше не было забора, и мы ходили просто так. В дендрарии вот этого строения не было здесь. Это Кадрянка. Кадрянка, да, какой-то музыкально-танцевальный комплекс. Да. И сейчас мы выйдем на бывшую улицу Чернышевского, и куда поедем, никто не знает. Знает один Господь и Юра. Вот Юра, который все знает, шлет вам привет. Давно вы его не видели. Кстати, про тебя спрашивают, Юра, постоянно. Бывает. Про тебя, про Вову. Вы же как герои моих роликов. Да, вот наш пединститут с правой стороны. Вот эти двухэтажки напротив. Я сейчас шел немножко пешком и вспомнил, как вот тут стоял автобус, когда мы в колхоз выезжали. Так. Вот. Елки, пихты. У главного корпуса немножко все изменилось. Но двухэтажки остались те же самые. Вот в Кишиневе сделали выделенку. Правая полоса крайняя. Которая не ездит такси. Да, она для общественного транспорта. То есть троллейбусы, автобусы. Как бы общественный транспорт начал двигаться быстрее, чем частный, чем такси и так далее. Юра, а как увеличился трафик, да? Вот пробки стали жестче в Кишиневе в последнее время. Выделенные полосы придумывают олени, которые никогда не сидели за рулем. Да. Если бы они проехались по городу, они бы их убрались. Но не все, но 90%. Да, вот так вот. Вот бывшее наше кафе, где мы пили по стакану вина на уроках. У клипа называлась остановка пединститутовская. Здесь проход во двор. И завод «Топаз». Машина закрывает нам вид на начало бывшего проспекта Ленина, ныне называется Штефан Челмари, туда наверх. Дом пионеров, мединститут, дом техники. Вот здесь были когда-то часы, кто помнит. Фиг, блин. Поворот не показывает, а сигналит, что его не пропускают. Поворот покажи. Такие люди. Дуримар, блин, тупоголовый. Эгоисты. Вот мы едем сейчас. Безмозглые насекомые. Едем на Скулянку. Бывший проспект Куйбышева. И с правой стороны, видите, какое красивое здание двухэтажное советской постройки. Там были соки, воды. Как сейчас помню, один раз было плохо после какого-то праздника. Как я жадностью пил там сок, когда я в пединституте учился. Да, бывшая кожгалантерейка, уже снесли ее. Уже что-то построили, Юрчик, здесь? Все построили, смотри. Вот, видите, вот тут была когда-то кожгалантерейка, где... Остался один корпус офисный, вот этот, но его переоборудовали. Угу. Вон там жилые дома. Жилые дома, блин, Цеха. все. Цеха. Нету той кожгалантерейки классической, которая была, с крыши которой мне спускали ворованные электродвигатели. Я там кожу дергал, всякие заклепки, шпаклепки. Да. Сумок. Сейчас вот все в какие-то торговые центры, хер поймешь, что творится. Зорили. И вот парк Куйбышева ныне называется Алунел. Здесь разворот троллейбуса одного из кулянских. Назывался парк Дружбы, насколько я помню. Парк Дружбы. Народов. Да. Вон там дорога, это улица Зеленая, там военкомат. С правой стороны кто? Я оттуда там подавал документы, но уходил с... Там, где мемориал был военкомат когда-то, 80... Там сборный пункт. Сборный пункт, да-да-да, вот Юра поправил меня, спасибо. Вот там был сборный пункт, сейчас там
уходил в армию. Паровоз. Пешком на вокзал. Пешком, точно так. Чемоданчик не попадал в свой дембельский чемоданчик. Кстати, я его, оставил там в армии, а надо было забрать как память. Папа дал мне свой чемодан. Не помню, что там было. Скулянка. Любимый мой район, нравится мне очень. Тебе тоже, да, Юрчик, нравится? Спокойно здесь. Да, мне все нравится. Да. Вот изобилие всяких магазинов. Бывшая 22-я школа с левой стороны сейчас будет. Любимые места Игоря Левинского. Он тут всегда снимает, да? Всегда фотки выставляет. Не слежу. Я слежу, ты знаешь, я за Левинским слежу. Левинский, привет. Вот скоро будет наша буйканская полиция. Сектор Уди, полиция, сектор Буйканина, как это называется. Ну, короче, полиция на Скулянке. Да. Вот еще остатки советской мозаики. Это Искош, да? Угу. Искош бывший. Бля, были заводы, блин. Кожзавод, Искош, ФАБ, Зорили, Шморили, Кожгалантерейка, бля, все было. Топаз, Альфа, Вибра, гидропомпа, Пищемаш, завод холодильников, тракторный завод. Офигеть. Это все было производство, откуда приходили деньги в страну. Да. А сейчас одна торговля, просто торговля, много обилия торговых точек. Очень красивое здание вот этой полиции, старинное, такое двухэтажное, с елками. Красиво. Уютно. А это что было, Юрчик, раньше? Справа. Искош. Тоже Искош. Угу. А уже гаражи, таксопарк это чуть дальше, да? Следующий. Следующий, да. Что за дичь, блин? Стрелка пробка на выезд. Да. Вот хотите себе купить Land Rover или Jaguar, пожалуйста. А то все говорят, вот Советский Союз было плохо. Нате вам. Любой может зайти и выйти, не купив ничего. Вот еще один круг здесь. Вот эта улица, я не знаю, как наверх. Перекопская бывшая. Бывшая Перекопская. Вот, спасибо, Юра. И туда, вот по этой улице, где вот камера смотрит, раньше было предприятие по изготовлению сувениров молдавских. Нас туда водили в школе на экскурсию. Сейчас там жег. Национально. Жег. Ага. А тут была вот бодыга слева. Она еще есть? Стройбат. Строймат уже сделали, да? Эх, жалко, была такая бодыга душевная. Год назад была. У меня вот это жалко, когда уходят такие места фольклорные. Вот улица Перекопская, поднимаемся на туда, в сторону Дурлиш, через Буйканы. На. Слева сейчас будет гараж мусорных машин. Такое слово солубрилетать. Вот этот гараж.
здесь тоже справа какая-то организация, что-то связанное с водоканал, канализацией. Тут дежурные. Подземное озеро, сюда. Да, дежурные здесь, помню, вот у меня знакомые с магазина любимого моего. Тут дежурные аварийки вот эти здесь были. Сейчас не знаю. И вот еврейское кладбище сейчас будет на перекрестке. И улица, названная мной Еврейский спуск. Мы с Резкой ехали с Мучей. Я говорю, что за улица? Он не знал. Я говорю, Еврейский спуск пускай будет. Тебя же можно улицы переименовывать. Вот я переименовал на свой лад. Она вообще-то какого-то марта, да? Ну, это день оккупации Бессарабией и румынами. 27 марта 18 года называется. Оккупация Бессарабии румынами. Угу. А сейчас она как называется? Я тебе сказал, 27 марта. Так и есть, да? 18 года. Угу. Вот. Здесь был тоже душевный барчик, любили сюда приходить иногда вот за заправкой. Сразу кто знает, тот в теме. Он не вижу, работает, не работает. И вот улица Коммуны, бывшая ныне Иоанн Пеливан. И с правой стороны был всегда продовольственный магазин и барчик такой душевный, квартальный. Все собирались, сейчас тут непонятно что. Вот, еще какие-то пристройки непонятные. Тут перевью, вообще непонятно. Все меняется, но не в лучшую сторону. Сейчас вот где светофор, перекресток Т-образный с бывшей улицей Именеску, ныне она называется Николай Костин. Именеску, бывшая 90-я поликлиника. Мало кто знает, как она называлась вот в советское время, потому что непривычно в советское время, чтобы такие названия были. Вот пересекаем улицу Свободы, ныне Теодоровича. Здесь когда-то был детский мир, сейчас свадебный дом Европа. Бывшая 18-я школа и сквер. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, привет. Привет из Кишинева. Улица Маринеску, Октябрьская.